Друзья, всем привет, с вами Олег и канал Stable Diff. У нас речь пойдет про новую модель Qwen Image. Это open source модель для генерации и редактирования изображений с 20 миллиардами параметров на архитектуре MMDIT. Для сравнения, Flux имеет 12 миллиардов параметров. Qwen Image отлично генерирует сложные изображения и имеет нативную поддержку стройки текстов в изображение. На Image Arena Qwen Image занимает первое место в конкурсе парных изображений среди open-source моделей и входит в тройку даже коммерческих моделей. По личным тестам могу сказать, что это похоже на правду, модель действительно очень мощная. Модель Qwen Image выпущена командой Qwen от Alibaba Cloud. Ранее эта команда выпускала одноименные популярные LLM-модели Qwen 3, Qwen 2.5 VL для анализа изображений. Напомню, что в основе Яндекс GPT лежит Qwen 2.5. Это одна из передовых open-source LLM-моделей на сегодня. Модель Qwen Image идет в связке с текстовым энкодером Qwen 2.5 VL7B, который понимает большое количество языков, а в целом является мощной современной LLM-моделью. Также эта модель VL способна делать анализ изображений. Но и UNet модель здесь тоже не отстает, она в обучении имеет широкий набор датасета, то есть большой набор изображений. Она знает кириллические буквы, в отличие от Flux или других современных моделей. Qwen Image знает буквы Щ, Ш, Ф, И, У и другие также буквы. Но получить связку даже из двух слов на русском языке достаточно сложно. Например, слово «привет» у меня получилось сделать только с 10-й попытки, а уже связку из двух слов получилось только с 30-й попытки, но тем не менее это возможно. Русские буквы эта модель знает, в отличие от других моделей. Но это еще не все. Модель Qwen Image также знает много советских или русских материалов. Модель знает, как выглядит форма советского солдата Второй мировой войны, например, или знает, как выглядит танк Т-34. Также и другой датасет в области игр, фильмов, обложек музыкальных групп тоже достаточно широк. Модель понимает различные стили и художников, и есть возможность обучения дополнительных стилевых лор. Фотореализм и cinematic стиль у модели тоже получается великолепно. UNet модель весит 40 гигабайт в формате BF16 и в формате FP8 она весит 20 гигабайт. А также существуют уже GGUF модели, которые, как всегда, более медленные, чем модели FP. В отчетах на Reddit я видел, что получается запускать эту модель даже на видеокарте RTX 3060 с 12 гигабайтами видеопамяти. Но генерации, конечно же, будут на такой карте не быстрые. Сегодня я вам покажу быструю схему, которая в 2 раза быстрее, чем базовый рабочий процесс, доступный в ConfUI. И при обзоре схемы покажу вам особенности настроек для генерации на Qwen Image. Для тех, кто не работает с ConfUI, я покажу, как эту модель можно запустить в отдельном веб-интерфейсе One2GP. Тоже достаточно удобный и популярный веб-интерфейс, там много всего доступно. Давайте начнем с того, что я вам покажу One2GP, и потом уже перейдем к ConfUI, к той схеме, которую я для вас приготовил. Друзья, у меня на канале есть вот такое вот видео, которое называется One2GP. В нем я рассказываю, как установить этот веб-интерфейс. У меня есть настроенная портабельная сборка, и достаточно просто распаковать и обновить файлом update.bat. Также я в инструкции прилагаю свой update.bat, который еще прописывает зависимости, чтобы не было потом ошибок после обновления. Итак, после установки One2GP вам нужно будет еще открыть папку Loras Qwen, и сюда нужно будет поместить вот такую вот модель. Это ускоряющая лора, которая позволит нам генерировать изображение быстрее. Дело в том, что по умолчанию нужно 40 шагов на генерацию, это достаточно долго получается. Мы можем сократить это время вдвое, понизить количество шагов до 20. Давайте вернемся обратно и запустим этот веб-интерфейс с помощью файла run.bat. Запускаем его. После запуска у нас веб-интерфейс выглядит вот таким вот образом. Здесь у меня просто уже сгенерировано изображение, у вас его, естественно, не будет. Выбираем здесь модель Qwen, она у вас будет доступна только после обновления до версии 7.7. Здесь мы выбираем тип модели, на данный момент только Image 20B, 20 миллиардов параметров. Здесь пишем вот такую подсказку, можно на русском ее написать. Если у вас что-то сложное, что-то такое необычное, можете написать ее на английском языке. Это, возможно, будет немножко точнее. А далее переходим ниже. Здесь мы можем выбрать только один вариант разрешения. Это Full HD 1080p.
И здесь мы можем выбирать различные пропорции. Смотрите, модель это работает не только в таком разрешении, она может работать и в меньшем разрешении. Соответственно, ресурсов будет немножко поменьше расходоваться, генерация будет быстрее, но может работать даже в большем разрешении, там до 3 мегапикселей. Здесь такой возможности пока нет, но в принципе можно откорректировать, наверное, файл с разрешениями. И эти, я думаю, разрешения тоже можно совключить. Далее, number of image – это количество генерируемых изображений. Number of inference steps – это количество шагов. Вот по умолчанию, без вот этой ускоренной лора, нужно ставить не 30 шагов, как здесь по умолчанию, а 40 шагов, чтобы получить вот такое вот нормальное, хорошее изображение. Но с использованием этой лоры вы можете поставить 20 шагов и сократить время на генерацию. Качество получается тоже очень даже хорошее. Ниже переходим, выбираем здесь Advanced и выбираем Loras. Здесь мы выбираем лору, которую поместили в папку Loras Qwen. Здесь можем указать еще и вес этой лоры, можно там поменьше поставить, побольше. По умолчанию вес будет равен единице, если вы его здесь не укажете. Далее переходим в General. Кстати, лоры еще можно дополнительные скачивать, они уже какие-то там есть доступны на различные стили. Можете скачать, поместить опять же в ту же самую папку и здесь выбрать вторую лору. Если будете играться с весами, то веса здесь выставляются таким образом. Первая лора, соответственно, ставите 1.0, например, если у вас вес 1, дальше пробел, и ставите, например, 0.8. Это уже будет вес для второй лоры, ну и так далее. Я сейчас не буду веса здесь прописывать, просто будет единица. После выбора лора мы можем вернуться на вкладку General. Здесь можем поставить случайный сид, нажав вот сюда вот, или выбрать какой-то конкретный сид. И в принципе все, мы можем нажать Generate и дождаться уже генерации. Давайте теперь откроем диспетчер задач, окно потребления ресурсов. Видеопамять у нас потребляется 25,5 гигабайт, и оперативной памяти потребляется 60,5 гигабайт. Это очень много, на самом деле оперативки в Confi.ui потребляется не так много, намного меньше. А здесь просто вот этот веб-интерфейс заточен на большое потребление оперативной памяти почему-то, а видеопамяти он потребляет немножко поменьше. Опять же, эти настройки можно здесь корректировать в Configuration. Вот здесь вы можете выбирать различные пресеты. Вот здесь Performance выбираем чуть ниже, либо High RAM, это если у вас очень много видеопамяти, то есть 48-24 гигабайта, или можем выбрать то, что у меня по умолчанию стоит в моей сборке, это вот этот Low RAM. Вы его можете оставить, но тогда часть видеопамяти будет перекинута в оперативную память, соответственно, оперативной памяти будет расходоваться много. Если у вас ее не хватает, увеличьте файл подкачки, чтобы просто все не зависло. Смотрите, на 20 кадрах у нас генерировалось вот такое вот изображение. Но вот я здесь заметил, что периодически вот на другом, например, сиде на случайно, у меня было вот такое вот поломанное изображение. Не знаю, с чем это связано. На самом деле ничего я вообще в настройках не менял, то есть все было абсолютно так же. Но вот так поломалось. Предыдущее изображение было вот такое вот, а предыдущее было вот такое вот. То есть с чем связаны вот эти переменные поломки, я не могу сказать. То есть в Config.ui такого точно нету. Возможно, здесь уже что-то обновили, я вот сегодня не обновлял. Это веб-интерфейс, может быть, это даже поправили. Но вот такие вот изображения получаются, они качественные, хорошие. Но мне кажется, еще на некоторые настройки здесь добавят. Все-таки есть различные сэмплеры, с ними тоже по-разному эта модель себя чувствует. Но также можно еще повысить количество шагов и получить еще более высокую детализацию. Хотя вот при 20 шагах вполне неплохие изображения тоже получаются. По поводу времени генерации, здесь это заняло 45 секунд. Но давайте, наверное, переходить в Config.ui. Там, мне кажется, немножко поинтереснее можно поработать с этой моделью, потому что возможностей по настройке там все-таки побольше. Теперь по поводу Qwen Image в Config.ui. Вам нужно обновить Config.ui до последней версии, чтобы поддержка этой модели стала доступна. Далее переходим в Config.ui, в папку Models и заходим здесь в папку Diffusion Models. Вот сюда вот вам нужно будет поместить модель Qwen. Я создал отдельную папку Qwen и сюда закинул вот эту вот модель. FP8 я скачал модель. Также доступна еще BF16 модель. Это более сильная модель, но она, соответственно, в 2 раза тяжелее, потребляет видеопамяти и намного больше. Далее переходим обратно в папку Models, открываем папку Clip и сюда вам нужно будет поместить модель Qwen 2.5 VL7B, тоже FP8. Эта модель весит уже 9 гигабайт, более тяжелая, соответственно в 2 раза тяжелее будет, и потребление видеопамяти с ней будет тоже намного больше. Возвращаемся обратно и переходим в папку VIA. И вот сюда вот вам нужно будет поместить модель Qwen Image VIA для кодирования и декодирования изображений в латентное пространство и обратно.
Итак, теперь запускаем Conf.ui и закидываем сюда в рабочее пространство вот такую вот схему. Если вы не хотите скачивать мою схему, то вы можете найти вот здесь базовую схему, Workflow, Browse Template, и здесь у нас есть раздел Image. Вот доступен здесь Qwen. После обновления у вас тоже будет доступен. Просто щелкаем, у вас открывается схема по умолчанию. Здесь есть ссылки, кстати, на все необходимые модели. И есть положение этих моделей в папке Models. Моя схема немножко отличается. Здесь у меня есть поддержка лора, есть у нас image to image и text to image. И также есть некоторые настройки, которые немножко улучшают генерацию. Давайте перейдем к моей схеме и посмотрим, что у нас здесь есть. Есть у нас загрузчик модели. Это UNet модель FP8 либо BF16. Модель Clip это Qwen 2.5 VL 7B FP8 опять же. И модель VAE Qwen тоже. Также здесь у нас есть поддержка лор. Загружаем сюда лору, которую мы поместили в папку Loros. Вес пока ставим единица. И далее мы должны написать какую-то подсказку. Подсказку мы можем писать вот здесь, если отсоединим вот это соединение просто вручную. Подсказку для этой модели писать очень интересно. Вы буквально как автор книги описываете какую-то сцену, очень детально пытаетесь всякие мелочи описать. И эта модель неплохо ее слушается. Также она в датасете знает много различных персонажей, различных там фильмов, различных игр. И это позволит, в принципе, вас лучше понимать. Но если вам лень, скажем, детально вот так вот описывать подсказку, вы можете воспользоваться вот такой вот LLM-моделью. Для нее не нужно прописывать API или там VPN включать, она работает без VPN, без API. Просто пишите все, что вам нужно. Вот здесь небольшой системный промпт. Отдельного окна для системного промпта нету. Просто ниже пишем вот в качестве системного промпта вот такой вот. И дальше уже выше прописываем вашу подсказку, она ее дополняет, и в итоге у вас получается на английском языке вот такая вот подсказка. Можно же, конечно же, и на русском языке вот здесь оставлять подсказку. Эта модель Qwen 2.5, она тоже вас замечательно поймет. Дальше переходим чуть ниже. Здесь нам нужно будет выбрать режим работы, либо text to image, либо image to image. Если image to image, то загружаем сюда какое-то изображение, с которого мы будем брать начальный шум. Это изображение мы будем зашумливать денойзом 0.6, например. Вы можете поставить любой денойз от 0 до единицы. При единице максимальное зашумление, от изображения ничего не останется, при нуле фактически останется то, что у нас есть на этом изображении. А 0.6 это такая какая-то середина, чтобы это изображение как-то хотя бы немножко поменять. Давайте начнем с Text to Image и запустим генерацию. В итоге у нас генерировалось вот такое вот изображение. При различном сиде, естественно, будут вариации разные. Здесь у нас есть группа с сэмплером, и здесь мы можем выбирать различный сид, рандомайз, то есть случайный сид. Выставляем Shift, смотрите, чем Shift у вас будет выше, тем у вас изображение будет такое более фотореалистичное, но немножко серей. Вот при четверке мне понравился результат, он получается и насыщенный цветами, и, в принципе, еще фотореалистичный. Вы можете, конечно же, поиграться с этим значением, поставить его побольше, поменьше, посмотреть, что вам больше нравится. Далее, параметр планировщика – это бета, он здесь отлично подходит. По умолчанию предлагается simple или normal. Но вот бета, мне кажется, немножко получше себя ведет. Количество шагов 20 только из-за того, что мы подключили вот эту вот лору. Если вы ее не подключили, то выставляйте 40 шагов. При 40 шагах будет хорошая качественная генерация. Если вы поставите 20 шагов и не будете подключать такую лору, то качество генерации у вас будет очень низкое. Можете сами проверить. Далее мы выбираем здесь сэмплер. Максимально здесь подходит ULA, который предлагается по умолчанию. Есть очень много различных сэмплеров, перепробовал. И вот такие вот рез различные сэмплеры. Честно говоря, результат лучше от этого не становится. Просто вот эти вот сэмплеры рез, ODE, например, 2S, они в 2 раза дольше генерирует. Но вы можете в 2 раза больше шагов поставить, по факту получается почти то же самое, но немножко даже быстрее. В общем-то, можете экспериментировать, как я вот сказал, вот эти вот сэмплеры RES 2S ODE неплохо себя проявляют. И вот эти вот тоже RES 3S, 2S тоже показывают хорошую картинку. Но, на мой взгляд, лучшим выбором здесь все-таки будет вот такое вот сочетание сэмплера ULA, планировщик бета, 20 шагов и вот это вот лора. То есть это быстрая генерация и в то же время качественная. Смотрите, еще одна генерация, и изображение очень сильно похоже на то, что мы видели до этого. Там немножко, может быть, угол меняется, немножко там какие-то позы прям слегка-слегка сдвигаются. И эта модель, она выдает
вот такие вот прямо практически в точности одинаковые результаты, если вы детально описали подсказку, описали стиль. И с одной стороны это плюс, да, то, что вы можете как-то немножко дополнять подсказку и практически оставлять то же самое изображение, но немножко с другой вариативностью. Но с другой стороны, если вы будете просто там генерировать несколько изображений подряд, они почти будут все одинаковые. И в таком случае вам как раз таки может помочь вот эта вот LLM. Здесь вы просто выбираете случайный сид, и у вас при каждой генерации генерируется немножко другая подсказка, и изображение уже получается другим. То есть можно из этой ситуации вот таким вот образом выйти. Теперь давайте посмотрим на вот этот вот блок. Здесь у нас text to image, и здесь мы можем выбирать различные пропорции, совершенно разные, то есть в One2GP там ограниченное количество пропорций изображений, здесь их вот такое вот большое количество. Можем вообще, в принципе, узел вот такой вот подключить и просто вручную выставить разрешение по ширине и по высоте. Здесь же мы можем выставлять мегапиксели, сколько у нас будет в кадре. 2 мегапикселя это примерно вот так вот 1408 на 1408. Можем поставить даже 3 мегапикселя, и изображение будет действительно более детальное, но появляется некоторая вот сеточка, я заметил, такая легкая сетка, она бросается все-таки в глаза. На мой взгляд, 2 мегапикселя это ее нормальное разрешение, но также вы можете генерировать и в 1 мегапикселе, это более быстрая будет генерация, по качеству они тоже хорошие, но естественно детализация будет слабее. Поэтому здесь вот таким вот образом очень легко выставляется разрешение в мегапикселях, и дальше уже пропорции отдельно ставятся, независимо от общего разрешения изображения. Вот здесь можно посмотреть результат 1408 на 1408. В данный момент вот изображение сгенерировано было. Одиной здесь стоит единица, это просто для работы вот такой вот связки image to image и text to image. Его менять вот именно здесь не нужно. Если мы переключаемся в режим image to image, то мы можем здесь загрузить изображение. Здесь мы уже должны выставить какой-то denoise. По умолчанию denoise здесь стоит 0.6, но вы уже подбираете его самостоятельно, в зависимости от того, насколько вы готовы изменить это изображение. Выбираем 0.65 и давайте теперь перейдем вверх. Отсюда вот давайте отключим вот эту вот подсказку автоматическую с помощью LM-модели и забайпасим эти узлы, чтобы они просто не работали, не тратили наше время. Здесь пишем вот такую подсказку: Бетховен, играющий на электрогитаре на фоне античных замков, Digital Art Style. И запускаем генерацию, давайте посмотрим, что у нас получится. Ну и получается у нас вот такое вот изображение, вот с этой степенью изменения изображения 0.65. Можем поставить поменьше, у нас, соответственно, будет поза, наверное, более похожа на вот эту. Но опять же, тут надо учитывать, здесь у нас меч, а тут у нас должна быть электрогитара, она значительно больше вот в этой вот части. То есть прям копия изображения такой же не получится. С мечом, да, будет более похоже, если мы поставим ниже, наверное, denoise. Но, тем не менее, получается, в общем, вот такой вот стиль Digital Art, вот так вот он его видит. Маршал, там усилитель какой-то стоит, и вот античные какие-то замки, руины. По поводу схемы, что здесь еще можно сказать? Смотрите, здесь у нас есть загрузка лор. Здесь мы можем загрузить еще какую-нибудь лору. Если вы найдете какую-то еще другую лору, например, на ресурсе Shaker вот таком вот, или на ресурсе CVTI, то вы сможете, в принципе, эти лоры сюда тоже добавить. Такие лоры здесь уже появляются, и их, я думаю, будет только больше. Друзья, что я могу сказать по поводу модели Qwen Image? Это очень интересная модель, на мой взгляд. Она генерирует, во-первых, собранные и качественные изображения. Фотореализм, Cinematic тоже очень неплохо получается. Аниме очень здорово делает мультяшки различные в разных стилях. И также Digital Art тоже получается вполне хороший. Но из всего этого меня больше удивил датасет этой модели. Эта модель знает очень много различных игр, фильмов, персонажей. Она знает мотивы советские, например, умеет генерировать старую советскую форму. Шильдики даже некоторые знает, ордена, медали, даже на удивление. Танк Т-34 она знает, первую ядерную бомбу она знает, даже я просто генерировал, посмотрел, потом сверил. Да, действительно похоже на первую атомную бомбу, скажем, которую там американцы сделали. И то же самое показывает Image Arena, та же самая. Люди, когда генерируют два изображения, то есть они не знают, на каком изображении какая модель. Они просто делают выбор, и выбор оказывается в большинстве случаев в пользу Qwen Image. Соответственно, Qwen Image действительно неплохая, мне кажется, даже топовая модель. Друзья, если вам интересно веб-интерфейс Automatic Forge Conf UI, и вы хотите более последовательные материалы получить, то я вас приглашаю на свои курсы.
Вы можете познакомиться с ними на сайте stablediv.ru. Ссылка будет в описании под этим видео. Там же есть контакт администратора. Если какие-то вопросы у вас останутся, обязательно их задавайте. Также сходите на мой Boosty. Там подробные материалы с подробными инструкциями обычно я прилагаю. И заходите на мои телеграм-каналы и телеграм-чат. Это большие комьюнити для общения. Там вы можете пообщаться с людьми по интересам. В общем-то, не теряйтесь. Всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока.